Ну что же, начинаем. So let's start. Доброго вечера, дорогие друзья. Меня зовут Закарлюкин Дмитрий, я экоактивист из Челябинска, социальный предприниматель экологический и тот человек, который причастен к появлению первого завода по переработке батареек, который также находится в Челябинске. Hi, I'm Dima Zakарлюкин. I'm from Челябинsk and I'm an eco-activist. I'm a social entrepreneur and I'm a founder of the first factory to recycle batteries. Ну, не фаундер, я причастен, я инициатор появления его. One of the persons who started this project. Yeah. Да, и я рад вас приветствовать сегодня на этой дискуссии, которая посвящена Дню Матери Земли. И рад также приветствовать Роба Гринфилда, который представит свою презентацию. И сейчас я скажу пару слов об этом Дне Земли и, собственно, о Робе. I'm happy to see in this event dedicated to Mother Earth Day, and today we'll talk with Rob, and now I will present him. В 1969 году была страшная достаточно катастрофа с разливом нефти, крупнейшая на тот момент на территории США. И 90% моллюсков в прибрежной зоне погибли. Это принесло достаточно большой урон экономике, но через год по призванию члена Сената была большая экологическая акция в память об этом событии, и собралось больше 20 миллионов человек. И это стало большим национальным праздником, событием, который в 70-е и 90-е годы уже стал мировым праздником, Всемирным днем Матери Земли. So how this day started in 1969, there's happened this huge disaster, ecological disaster in the United States when a lot of oil finished in a sea, and 90% of shellfish just was killed by this disaster. So, and 1 year later, U.S. Senator started this action, and he invited and in this campaign participated more than 20 million people. So, and in end of 80s and beginning of 90s, this day became Mother Earth Day. Да, и этот день сейчас для нас является напоминанием о том, что человечество стоит перед лицом глобальной климатической катастрофы, и что нам прямо сейчас нужно принимать активные действия для того, чтобы ее предотвратить, пока есть для этого возможность. So, and now, and these days now reminds us that we're facing a huge ecological disaster. So, and now we should be very active, and we should have active actions to somehow prevent it. И мне особенно приятно представить Роба, человека, примером которого вдохновляется огромное количество людей по всему миру, его стилем жизни и подходом, и у него нам есть чему научиться, и я надеюсь, что максимальное количество людей включится в осознанное отношение к природе и примут эти принципы.
So, and that's why I'm very happy to present you here, Rob, because he's very active, he's very famous, and his example inspires a lot of people around the world, and his lifestyle and his approach is very inspiring for many people. So I hope that and other people will use his example to change something. Да, и на этом моменте как раз я передаю слово Робу. И надеюсь, все мы насладимся этим рассказом прекрасным, который вдохновляет в том числе и меня. So Rob, now you can tell us about your experience, and your example inspires me as well. So we will enjoy your speech now. Thank you so much for the introduction, and it's wonderful to be spending this beautiful day with all of you who are helping to coordinate this and all of you who are watching this from wherever you are right now. Добрый день, я рад всех приветствовать, рад приветствовать организаторов, я рад приветствовать тех, кто участвует в сегодняшнем дне, и несмотря на то, где бы вы ни находились. Even though we can't see each other, I can feel that you're there, and I'm really happy that you're taking the time to be here on this day, and that we get to spend this time in self-reflection and personal growth. Может быть, мы друг друга сейчас не видим, но я чувствую энергию, чувствую ваше присутствие, и это мне вот помогает сегодня. Я надеюсь, что мы сегодня используем, скажем так, наше время для того, чтобы поработать над своим развитием и над тем, чтобы порефлексировать над собой. So some of you might have heard of my work before, some of you might follow me online, and others of you, this may be the first time that you've been introduced to any of my work. Наверное, часть из вас знает меня, наверное, кто-то слышал обо мне, и кто-то следит за мной онлайн, а может быть, кто-то вообще слышит про меня сегодня первый раз. So I'm going to start off by introducing you to some of my activism, and I involve myself in a lot of projects that are designed to catch people's attention, catch mainstream media's attention, and get people to think about important environmental and social issues. На самом деле я принимал участие во многих акциях, и мои все компании, они привлекали внимание как отдельных людей, так и как раз больших медиа для того, чтобы распространить идею о проблемах, которые есть, и своим примером. And so before I get started, I just want to give one little disclaimer and say that I do things that are extreme because they're designed to get people to stop and think and self-reflect and ultimately change. But the purpose isn't for any of you to feel like you have to do these extreme things. На самом деле сейчас будет дисклеймер, потому что то, чем занимаюсь я, это на самом деле экстремально. И для меня очень важно привлечь внимание, то есть чтобы люди остановились и подумали, и задумались над тем, что происходит, и приняли для себя какие-то решения. Поэтому ваши действия могут быть не такими экстремальными. Rather, the point is to think about what you can do to be the change you wish to see in the world. Think about what you can do so that your actions are in alignment with your beliefs. И для меня на самом деле важно, чтобы чтобы вы подумали о том, каким бы вы изменением хотели стать в этом мире, тем изменением, которое вы сами хотели видеть, и чтобы вы на самом деле сами могли сделать для того, чтобы что-то изменилось. So I'm gonna share some slides with you. Whoops. Сейчас я здесь вам расшарю свои слайды. Okay, this one's, oops, sorry. So one of my projects is called the Food Waste Fiasco, and it's designed to raise awareness about how much perfectly good food is going to waste. Так, это вот как раз мой проект, который называется Food Waste Fiasco, то есть и он посвящен тому, какое количество хорошей и качественной еды на самом деле просто выкидывается.
So what you see here is what I've collected just from going to grocery store dumpsters over a period of 2 days and just taking out the good food that I found. И вот это все я получил буквально за 2 дня в магазинах, в продуктовых магазинах. И это совершенно хорошие, качественные продукты, которые просто предназначались для того, чтобы их выкинули. And I have done these food waste demonstrations in 15 cities across the United States. And this is the standard that I find. Я подобные акции проводил в 15 городах Штатах для того, чтобы показать вообще на самом деле объемы того, что происходит. So we waste 1/3 of our food globally while 1 billion people are food insecure. И мы на самом деле выбрасываем целую треть той еды, которая вообще производится, и это все учитывает те миллионы людей, которые просто голодают, и те, которые находятся в пищевой небезопасности. And there are solutions. And so what I'm doing through this is to show there is a problem. It's a big problem, but that there are things that we can do to be a part of the solution. И то, что я делаю, на самом деле показывает не сколько сам объем проблемы, но и то, что мы можем сделать, то есть какие решения мы можем предложить, какие вообще есть решения. In another one of my projects, I landed in Central America, in Panama, with no money, with just the clothes on my back and passport. Вот еще один мой проект. Я приземлился в Центральной Америке, в Панаме, без ничего, буквально там с паспортом. And the purpose behind this is that a lot of times when you turn on the media, the world is portrayed as this very dangerous and violent place, and it puts people in this state of fear. И очень часто, на самом деле, в медиа транслируется идея, что мир — это небезопасное, что вообще мир — это небезопасное место, что и вот эта вот картинка, она транслируется очень часто и очень вселяет в людей страх. But my belief is that, sure, there are a lot of bad things going on in the world, but the truth is that most people are good. So to put that to the test, I had to travel through 7 countries, 6,000 kilometers back home on the kindness of others. И на самом деле я понимаю, что происходит много довольно неприятных вещей, довольно опасных вещей и так далее, но я убежден, что большинство людей в мире, они очень хорошие. И таким образом я пересек 6000 километров буквально благодаря людской доброте. And благодаря доброте. After 37 days of traveling through Central America and Mexico, the only words I could mutter out of my mouth when I got home were simply, people are good. И после 47 дней своего путешествия единственное, что я мог сказать, в общем, про то, что происходило, это то, что люди хорошие. То есть это были важные слова. Another one of my projects was to raise awareness about how much trash the average person creates. So for 1 month, I lived like the average person, but the catch was I had to wear every piece of garbage that I created. Другая тема, на которую я хотела привлечь внимание, это то, сколько мусора производит среднестатистический человек. Но и я, на самом деле, производил столько же мусора, сколько вот в среднем производит любой человек, но я обязался носить на себе буквально каждый кусочек мусора, который я произвел. В течение целого месяца носил его на себе. And the idea was to help people understand just how much garbage one person creates. So this is a representation of how much garbage one person creates in a single month. И здесь я как раз хотел показать, сколько мусора производит человек за 1 месяц, и вы видите результат того, о каких объемах идет речь. I've been working on simplifying and downsizing my life for quite some time, and last year I got my life down to just 44 possessions. Потом у меня был как раз опыт с тем, как уменьшить количество вещей в своей жизни, и я жил с 44 предметами, обходился только ими.
And my living situation has been very small as well. I've lived in 2 tiny houses. This one on top was 5 square meters, and the one on the bottom was 10 square meters. И дальше я еще жил вот в таких вот маленьких домах. Один из них был 5 квадратных метров, второй был 10 квадратных метров. And the idea of this is that in many parts of the world, people believe that a bigger house and more material possessions gives them what they want in life. But what we're finding is that what's more important for most people is purpose, health, happiness, a connection to others. И большинство людей, конечно, в самых разных частях света уверены, что большой дом или какие-то обладание материальными ценностями это очень важно и несет в себе какую-то идею, но на самом деле это просто обладание предметами и попытка связать себя с другими. So this is extreme, but the idea is to get people to stop and think in the extreme times that we live in and ask these questions of whether more stuff and bigger houses and more money is actually giving them what they truly want in life. Да, конечно, это все экстремально, но на самом деле здесь очень важно, чтобы люди остановились и задумались, нужны ли все те материальные ценности им, нужны ли все эти предметы, вещи, большие дома для того, чтобы добиться того, чего они действительно хотят, делать ли это их действительно счастливыми. And then recently I finished a year where I grew and foraged everything that I ate. So no grocery stores or restaurants, no gifts of food from others. Literally everything I ate either come from my gardens or that I went and I foraged in the wild. Сейчас недавно закончился еще один мой проект. Я целый год ел еду, которую сам произвел. То есть не было никаких походов в магазин, не было никаких ресторанов. Я ел исключительно то, что сам мог вырастить, и то, что сам мог найти в дикой природе. So again, some of the things I do are extreme, and the idea isn't that you walk away from here to do these things exactly. The idea is to self-reflect and to make changes so that you are living with your actions in alignment with your beliefs. И то, что я делаю, это, я повторюсь, это еще раз экстремально. Я не призываю вас делать такие же вещи, но я призываю вас посмотреть, задуматься над тем, что происходит, отрефлексировать и подумать о том, какие решения вы можете предложить. And so, a lot of people, they look at my life and they assume, okay, he must have always thought this way. He must have always lived this way in order to be doing this. И многим людям кажется, что я всегда так жил, ну, что это для меня нормально, что я привык так жить. So I want to share that actually for my early teens all the way through my mid-20s, I was actually very focused on material possessions and financial wealth. My goal was to be a millionaire by the time I turned 30. Ну, на самом деле, там, когда я был подростком или там, когда мне было 20 лет, я был помешан на том, чтобы обладать как можно большим количеством вещей, я был помешан на материальных ценностях, и я вообще-то мечтал стать миллионером к 30 годам. But then something happened and I realized I had to really just transform my life. Но потом я подумала, что они очень сильно изменили мою жизнь. And it wasn't some, big moment of enlightenment or an aha moment. What happened was I simply started to watch documentaries and read books, and I started to educate myself and learned about all the problems in the world. И в моем случае не было какого-то такого момента откровения, озарения, в который я так проснулся и прозрел. То есть я начал читать какие-то книги, смотрел документальные фильмы, занимался самообразованием и таким образом пришел к тому, что я делаю сейчас. And I decided I couldn't be a part of those problems. I decided that I only had one life to live, and I wanted this life that I lived to be one where it was beneficial to the earth, to my community, and to myself, not one that caused destruction. И я больше не хотел быть частью этой проблемы, я не хотел быть частью того, что происходит. Я решил, что хочу вносить какую-то пользу, приносить пользу той планете, где я живу, и не быть частью разрушения.
So what I decided is I wasn't going to feel I could have at that time, I could have felt doom and gloom. I could have felt totally helpless and hopeless, and I could have just given up. И в эти моменты, да, конечно, я казался себе глупым, я казался себе беспомощным и, в общем, не знал, что делать. But instead I felt empowered because these books and these documentaries, they didn't just tell me the problems, they taught me the solutions of what I could do too. Но на самом деле вот эти книги, эти все документальные фильмы, в них было не только о проблемах, которые существуют, но и о решениях, которые я мог бы применить. And so what I decided to do was change my life one bit at a time. I made a goal of making one positive change per week, knowing if I did that for 2 years, I'd make over 100 positive changes. И тут я решил, что я буду вносить какие-то небольшие положительные изменения в своей жизни каждые 2 недели. И таким образом за 2 года случилось более 100 изменений. And so I started small. I started with small change that I could easily make. Simple things like using a reusable shopping bag and a reusable water bottle. И я начала с очень простых действий. Например, я начал с собой носить многоразовую сумку за покупками, ходить начал с ней. Я начала использовать многоразовую бутылку. I started to support local businesses, go to the local farmers market to buy my food, started to grow some of my own food. Я также начал поддерживать местный бизнес, я начал ходить в местные продуктовые лавки, начал покупать то, что мне нужно на фермерских рынках, и начал все это выращивать сам. I started to ride my bike more and drive my car less. I started to buy things used rather than new. I started to just generally realize I didn't need so many things at all and just started to buy a lot less things in general. Я начал ездить на своем велосипеде больше, чем на своей машине. Я начал покупать, брать вещи использованные, а не новые, и так далее. And what happened was these changes, they built upon one another, and it made it easier and easier to make more and more changes as I became a more empowered person. И получилось так, что вот каждые эти маленькие изменения, они в итоге облегчали мне другие решения, то есть они давали мне возможность внедрять больше изменений. And over time, I was able to make bigger steps. For example, selling my car and just having a bicycle, or getting rid of all my credit cards and removing myself from a lot of the monetary system. И в какой-то момент я, например, смог продать машину для того, чтобы пользоваться только своим байком. Я отказался от кредитных карт и таким образом, скажем, уже меньше участвовал скажем так, в денежных операциях. And so what happened was, after doing this for a while, I had started to really change my life. And sure, there were still things I was doing that weren't in alignment with my beliefs, but I had really transformed my life after a year or two. И вот эти все изменения, они, конечно, они изменили мою жизнь. И, конечно, есть вещи, которые до сих пор не могу изменить, но, тем не менее, над этим можно работать и продолжать. So what I just В течение года я изменил многое. So what I decided then to do is I wanted to show people another way was possible, and that's when I decided to do environmental activism and go out into the country and into the world and show people there's another way of doing things and give them the option. И я своим примером, в общем-то, хочу показать, что есть альтернативные решения, альтернативные способы, что есть другие варианты того, как можно жить. И вот путешествия там по Штатам или по другим странам, я как раз показываю людям, как можно все делать по-другому, что есть другие опции. And my first environmental activism campaign was to bike across the United States on a bicycle made out of bamboo and try to have no negative environmental impact. И один из моих первых экоактивистских
опытов был заключался в том, что я проехал на бамбуковом велосипеде по всем Соединенным Штатам, не производя никакого отрицательного, негативного влияния на окружающий мир. So the idea of this was to live out sustainability to the extreme, so I could be practicing what I preach while inspiring other people and educating other people. И таким образом я вдохновлял других людей, таким образом я учил других людей и подавал пример. And on this adventure, this activism campaign, I learned an incredible amount. So, for example, this is when I learned about dumpster diving, and I learned that half of all the food that we eat that we produce in the United States is thrown away. Во время этой поездки я очень много всего выучил, я многому научился, многое понял, многое осознал, и тогда я как раз увидел те объемы еды, которые выбрасываются, потому что я попробовал, собственно, питаться той едой, которая считается отходами. And what you see here is a typical dumpster. You can see all the perfectly good food inside of it. И сейчас вы увидите, что обычно происходит в обычной помойке. Здесь совершенно прекрасная, хорошая еда. And this here is a picture of a typical amount of food I could pull out of a dumpster in just 5 minutes. This was in the state of Nebraska. Вот на этой фотографии я в Небраске, и это та еда, которую я смог найти в мусорке буквально за 5 минут. Now, on that trip, I was not using any water from on the grid. No using a flush toilet or a faucet or a washing machine or a shower. И в этой поездке я точно так же не пользовался водой из-под крана, я не пользовался стиральными машинами, унитазами, то есть теми, скажем так, местами, где течет вода. So in this picture, I'm purifying my water from a river that I biked past. Вот здесь на этой фотографии я очищаю воду из реки, которую я только что пересек на байке. An exception was I was using water that was going to waste. So this is a fire hydrant in the Bronx of New York that I used to fill my water bottle. Единственным исключением была та вода, которая должна была бы, скажем так, быть уже потрачена, да, то есть в которой не тратил я сам. Здесь мы говорим о гидранте. Вот на фотографии вы видите гидрант в Бронксе. For electricity, I could only use electricity that I created from my solar panels. So no using no plugging into an outlet, no using air conditioning or a fan. Even if I wanted to go into a store that only had automatic doors, I'd have to wait till someone else came in and then hop in with them to not use the electricity. Что касается электричества, я мог использовать только то электричество, которое могли бы произвести мои солнечные панели. И я не подзаряжал телефон, я не пользовался розетками в торговых центрах. И даже для того, чтобы зайти в магазин, в котором автоматические двери, я должен был бы подождать кого-нибудь, кто бы туда зашел, чтобы электричество, скажем так, не ушло только на меня. So by stripping my life back to the basics, I was able to really start to understand my actions and how they affected the world. И такими действиями я на самом деле осознал вообще, какое влияние я оказываю на мир и как это работает. So this is the amount of garbage that I created in about 3.5 months. It was just 1 kilogram of trash. И здесь, на этой фотографии, вы видите тот объем мусора, который я произвел за 3,5 месяца. Там около 1 килограмма мусора. So the rule was I had to carry every piece of garbage I created all the way across the country with me. So my garbage wasn't somebody else's problem, it was my problem to deal with. И здесь как раз весь тот мусор, который я должен был произвести, я должен был таскать с собой вокруг Соединенных Штатов, пересекая Соединенные Штаты, потому что мой мусор — это не проблема других людей, это моя проблема. And then lastly, I had to bike all the way, no using fossil fuels to cross the country.
И я, конечно, везде ездила на своем байке, соответственно, не было никакого расхода топлива для того, чтобы пересечь страну. So I learned an incredible amount on this adventure across the country, and it was my first activism campaign and I've been doing campaigns like that and like others for the last 8 years. Это я во время этого моего экоактивизма я многому научился, и потом, конечно, продолжал, и уже продолжаю свой экоактивизм в течение последних 8 лет. And so some people, you can see that I go to pretty extreme measures to get people thinking and to wake people up and just to be, the change that I wish to see in the world. Конечно, многое из того, что я делаю, это очень экстремально, но я как раз таким образом показываю, что каким бы я хотел быть изменением в этом мире, который я бы хотел здесь видеть. And some people would ask me, well, Rob, what's the point? You're just 1 in 7 billion. Can you really make a difference? И многие, конечно, меня могут спросить: Роб, слушай, в мире 7 миллиардов человек. Неужели ты вот один можешь что-то изменить? Неужели ты можешь внести какие-то изменения? And this picture you see here was actually a pretty powerful moment for me. This was the last day of my month of wearing all my trash. I was sitting in Union Square Park in New York City, and I started to think, imagine, this is how much garbage one person creates in a month. И вот этот момент, это был последний день моего опыта, когда я таскал на себе весь мусор, который произвел, и это для меня было очень сильным моментом. Я был как раз на Union Square в Нью-Йорке и думал, вот этот вот весь мусор производит только один человек. So, in 1 month, and so now imagine a year, and now imagine 10 years, and now imagine a lifetime. In one lifetime, you can create a mountain of trash to leave behind for future generations, or no mountain at all. И представляете, сколько мусора производит человек за 1 год, за 10 лет, за всю свою жизнь. И получается, вот эти вот все горы мусора, которые каждый человек оставляет, он оставляет это будущим поколениям. And so for me, this is proof that our actions really do matter and they really do add up. And that's just one of the ways we interact with the world. If you think about all the ways that we interact with the world, it's truly meaningful, the difference we can make for good or for bad. И на самом деле здесь, конечно, мы сами можем видеть, какие изменения мы хотим, да, то есть хотим ли мы их к лучшему или к худшему. И такого рода опыты, они показывают, что даже один человек что-то может изменить. And so, basically, if people ask me, like, does it really matter? Is there really a point? My answer is yes. And it's not because I believe that everything's going to go well for humanity and that we're going to fix all of our problems. И поэтому, когда меня спрашивают, имеет ли смысл даже в одиночку это делать, я говорю, да, это имеет смысл. И не из-за того, что я верю в то, что сейчас все человечество заживет счастливо или все будет хорошо. Просто это один из шагов. It's because I believe that life matters. I believe that your life matters. I believe that my life matters. I believe that all of our lives are meaningful. And that's worth it. Но я считаю, что моя жизнь что-то значит, что ваша жизнь что-то значит, что все наши жизни что-то значит. И в этом как раз тоже и своя идея. No matter what happens in the future, our lives are meaningful now, and so are the lives of the millions of other species that we share this earth with. Неважно, что будет в будущем, на данный момент жизнь каждого из нас и жизнь каждого живого существа значима. So the problems are big. None of us are going to solve world hunger, but we can grow a garden and share that food with someone in our community who doesn't have enough food to eat. И очень много проблем, которые мы не можем решить сразу или вообще решить, но тем не менее каждый из нас может посадить огород, вырастить что-то и поделиться этим со своим сообществом, с людьми вокруг, с теми людьми, кому нужна еда.
And, we're not going to clean up all the trash in the ocean, but we can work together with our community to have a beautiful lake or a beautiful river that's free of trash for ourselves and all the species that use it as well. То же самое с океаном. Может быть, мы не можем сейчас очистить весь океан, но мы и наше сообщество вокруг можем позаботиться о том, чтобы озеро или река или какой-то водоем вокруг нас, он был чистым, свободным от пластика и был удобным, комфортным для всех существ, которые рядом с ним живут. So my hopes is that, this has woken you up a little bit and it's inspired you. And my hopes is that you've thought of just one change that you can make, and you'll write that down on a piece of paper and commit to making that change. И я хочу, чтобы каждый из вас подумал, что бы он мог изменить, написал это на бумажке и осуществил. And then when you've made that change, you make another one. And then when you've made that one, you make another one and another one and another one. И после того, как вы что-то измените в своей жизни, вы можете придумать другое изменение, вы можете придумать себе еще какое-то задание, внедрить его и так далее, и так далее, и так далее. And you do that until you become the change that you wish to see in the world. И вы так можете делать до тех пор, пока вы не станете тем самым изменением в этом мире, который бы вы хотели в нем видеть. And it's not just about those individual changes, it's about becoming an empowered human being that can stand up to corrupt corporations, that can stand up to government, that can live out the belief system that will ripple out and change the people around you. И это все для того, чтобы вы могли стать независимым человеком вне системы, вне каких-то правительственных программ и так далее, чтобы вы могли быть тем человеком, который может выстоять, и тем человеком, который может зарядить людей вокруг. And I want to thank you all so much for being here, and thank you to everyone who put this together. I find this to be very meaningful to be spending time with you, and I would love to open this up to questions so you can ask anything that you have on your mind. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы были здесь, за то, что вы послушали меня, и сейчас мы можем перейти к вопросам и ответам, которые вы хотите мне задать. Роб, спасибо большое за ваш рассказ. Это действительно вдохновляющая история и путь. Вопрос первый такой. Когда вы начали свой путь активиста, это же было совсем другое время. То есть сейчас экология и климат в некотором тренде, но насколько было сложно в то время, когда вы начинали, и как сейчас. То есть я, наверное, хочу спросить, какова разница, как вы ощущаете разницу, которая прошла за то время в обществе, в отношении к окружающей среде, к экологичному образу жизни? So, Rob, thank you for your talk. And my first question will be, when you started all your campaigns and your changes, the world was pretty different. So how do you see the changes which happened in all these years in a way of being more environmental friendly and like responsible for environment around? Yeah. So in certain ways, the world has changed a lot in the last 10 years, but in certain ways, it's still very much the same. На самом деле, конечно, можно сказать, что в течение последних 10 лет очень много изменилось, но в то же самое время многое еще осталось. In some ways, we're moving forward to a more equitable, just, and sustainable world, and in other ways, we are going backwards at the same time. То же самое, то есть пока мы вроде как движемся в сторону более устойчивого мира и так далее, в то же самое время мы случаются вещи, которые нас ведут назад. And depending on what you choose to focus on, you can choose your own reality.
И в зависимости от того, что, на чем ты фокусируешься, зависит твое восприятие реальности. But my opinion is that overall we are continuing down a path of destruction and we are accelerating it in many ways. And my belief is that that is what we are going to continue to do overall in the decades to come. И, в общем-то, я все равно считаю, что мы ведем себя и мир к большим разрушениям, и это все будет продолжаться еще очень долго. So again, a lot of people would say, then why try? But again, all of that to say that I believe that, but I still believe that it is worth it to do this work and to live for a better world. И здесь, конечно, многие могут задать вопрос, а вообще стоит ли это все того, чтобы мы что-то делали? И да, я считаю, что стоит, потому что мы должны жить в лучшем мире. Да, отлично. Вопрос такой еще. Случались ли у вас такие периоды, когда опускаются руки, и вы понимаете, что ваши усилия слишком малы в этом большом мире, и все еще все происходит так, как происходит? И как вы с такими случаями справляетесь? Rob, did you have any moments when you were upset and when you've seen that all your efforts are useless and you can't do anything? And did you have these moments, and how did you manage to live all of this out? So I definitely have moments of despair. I definitely have moments where I want to give up and where I feel like the work I'm doing is not enough. Да, конечно, у меня есть моменты, когда у меня опускаются руки, когда я считаю, что то, что я делаю, этого недостаточно, и когда я без сил. And the way that I always find my way out of it is by doing something. It's always action that is the solution to that problem. И что я делаю? Я просто продолжаю это делать, потому что я считаю, что действие — это единственное решение. And then secondly, it's taking care of my health, because if I'm not healthy mentally and physically, that's when I'm more likely to feel despair. So getting enough sleep, eating healthy, exercising, getting fresh air, being in nature, that is also always the solution for me when I feel in despair. И есть еще второй момент, что я должен заботиться о своем здоровье для того, чтобы не допускать таких моментов, потому что когда я физически и психологически нездоров, такие мысли меня посещают чаще, и я чувствую вот это вот отчаяние. Поэтому для меня очень важно хорошо спать, есть хорошую еду, дышать свежим воздухом, быть на природе. Это помогает. Спасибо. Вопрос такой: как ваши близкие отнеслись к вашему столь радикальному решению, к этому изменению жизни? И изменилось ли мнение ваших близких на данный момент? И как оно изменялось? Как быстро они принимали, если принимали? So, Rob, what about your family and relatives and friends? How did they react on all your changing life and on all these campaigns that you did? And if they changed their mind, when it happened, and how much time it took? Yeah, well, so some of my family has been very, overall supportive from the beginning, because we simply act based on caring about each other and just allowing each other to do what it is that we want to do. На самом деле, моя семья меня поддерживала, потому что мы привыкли друг о друге заботиться и привыкли поддерживать друг друга в разных начинаниях.
Others were, doubtful, and many of them over time saw my continuing my progression and then joined me on this path and this mission after a few years. Некоторые сомневались в том, что я делаю, они наблюдали за тем, что я делаю и так далее, а потом, в общем-то, они тоже решили подключиться. And then some people in my life have turned out to be toxic, have not wanted, have not been supportive of trying to have a better world, and have been, trying to prevent me from living my mission. And some relationships I've had to end to make space for moving forward rather than staying back. Некоторые отношения мне пришлось закончить, потому что некоторые люди повели себя очень токсично, они не поддерживали, они пытались меня остановить на моем пути к моим изменениям, к моим опытам, к моему новому образу жизни. Они меня не поддерживали, и, в общем-то, пришлось прекратить с ними общение для того, чтобы освободить место для чего-то нового. So the last thing I'll say is that all of this is a lesson in non-attachment, to really ascend the societal standards and ascend the mundane so that we can move to a higher space. We must work on detaching from things that don't serve us and serve the best interest of humanity and all species. И на самом деле, вот когда мы не привязываемся, да, когда мы не зависим от каких-то социальных норм и так далее, это тоже помогает на пути. So that's it sounds like our last question, and I want to thank you all again for spending this time together, and I hope that in the future we will get to see each other in real life and potentially share a warm hug or at least a smile in person. Кажется, это наш последний вопрос. Спасибо вам, что вы были здесь. Я надеюсь, что у нас получится увидеться и в реальной жизни, и обняться, и улыбнуться друг другу. Спасибо. All right. Спасибо большое, Роб.